И кефир тут есть, даже сметана есть. Это типичные продукты, которые ищут многие русскоязычные иммигранты. Но в Испании много своей странной еды, от которой до сих пор в шоке. И сегодня я вам покажу, что это, что продают в испанских магазинах. Но для начала поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, ведь у меня много полезной и интересной информации об Испании. Многие люди переехали на Коста-дель-Соль по моим видео. Ну что, поехали! И начнем мы со странных продуктов из свинины. Вот андалузский набор. Свиное сало, кожа, кости и хребет. Прям аппетитный набор, что мы ни разу его еще не купили. Как вам? Но есть еще другое. Популярное испанское блюдо, любят его мадридцы, и называется кайос. Оно состоит из жира, кишков, то есть всех внутренностей. Также могут добавлять еще кусочки чориса, это пикантная колбаса, и либо кровяная колбаса морсия. Вот в другом виде, немного более аппетитная. Я вот никак не решаюсь это попробовать, для меня это слишком жирно. А вот наш мадридский друг это очень любит. Есть даже в консервах кайос. Вот еще одно необычное блюдо – сурапа. Оно состоит наполовину из измельченной свинины и много-много жира, а также специй. Там соль, перец, лаврушка, чеснок. Такое тоже очень жирное блюдо. Вы пробовали? Пишите в комментарии. Интересен ваш опыт. Если обратите внимание, на нижних упаковках есть такой синий значок «Sabor a Málaga». То есть это типичный продукт для Малаги и производится именно тут. И как видите, сурапа бывает из разных частей. То есть написано de carne, мясо. Ломо – это тоже определенная часть свинины. Также есть de hígado. Hígado – это печень. А вот еще одна странная вещь. Кто это придумывает? Будин де сердо, состоящая на первом месте из жира, свинины и желудков. Вообще не знаю, что это такое, и пробовать точно не буду. А ниже – это кровяная колбаса морсия. И рыжая – это пикантная колбаса чорисо. И фур также можно встретить филе оленя или филе кабана. Кстати, это очень вкусно. Именно в магазинной я никогда не пробовала, но в кафешках, например, в природном парке Касорла, это безумно вкусно и готовят очень-очень нежно. Вот кабан. А этот продукт используют все испанки старшего поколения. Мантека бланка, свиной жир. Я его терпеть не могу. Однажды свекровь у нас приготовила нут вот с этим жиром. Я потом полдня квартиру выветривала, просто запах невыносимый. И еще с этим жиром готовят рождественские сладости, такие как польворонес, мантекада и другие. А это различные непривлекательные части свинины. Не знаю, кто это все покупает. Различные кости, руки, ноги, хвосты, жир и все остальное. Очень непривлекательно выглядит. Мы просто, в принципе, свинину практически не едим, кроме хамона, поэтому это не для нас секция. Марсия де Бургос – это тоже кровяная колбаса, но ее особенность то, что она с рисом. Вот даже продается готовая, то, что можете дома сделать. Часто ее можете встретить в виде тапасов. Она вкусная, но жирновато. А эти сыровяленые колбаски фуэт, я думаю, знакомы многим, тем, кто путешествовал в Барселону особенно, потому что они родом из Каталонии. И вот есть с разными вкусами. Я вот нашла с розмарином, ромеро, также бывает с перцем, вот пиментон, это красная паприка, и бывает просто с черным перцем. Вообще там очень много разных специй. Это мелко порезанная свинина, ну такая сыровяленая. Раньше для меня слово фуагра казалось чем-то невиданным, утонченным, а здесь в Испании эту утиную печень можно встретить везде. И вообще, огромное количество видов печени даже можно найти из куропатки. Вот она, пате пердис. В Испании очень ценится белая спаржа, и главным образом она производится в Наваре, на севере Испании. Даже есть упаковки, которые называются «Espárragos cojonudos». «Cojonudos» — это, в принципе, матное слово на испанском, но оно означает, что это что-то супер вкусное, и на русском мы можем перевести матом, как если «офигенное». Ну, вы сами переведете, как понятно. А Андалусия является главным поставщиком зеленой спаржи. В основном это Гранада. Но вообще вы можете найти везде в Андалусии. Мы
В различных полях, лесах, горах везде встречали эту спаржу, можно найти такие колючие кустики и там ростки. Очень классно. В Испании артишоки – это не деликатес, вы можете попробовать в кафе или вот такие консервированные купить в магазине. А вам они нравятся? Пробовали? Я как-то ела пиццу с артишоками, и мне очень понравилось. Альтрамусес – это люпины, и их часто подают в качестве бесплатной закуски к пиву. Ну, мне они как-то не пришлись по вкусу. Вам как? Для спортсменов и для тех, кому нужно много белков, в любом магазине Испании вы можете найти вот такие жидкие белки. Это просто очень удобно. А это десерт, который я не понимаю в Испании. Сладкая рисовая каша. Arroz con leche. Есть почти во всех традиционных испанских кафе. Мне кажется, ее просто удобно для детей использовать, но как десерт вообще не воспринимаю. А так выглядит еще один популярный десерт – флан. Тоже не люблю его. Совсем недавно увидел, что можно купить живые бактерии и сделать самим кефир, вот, без консервантов. Или, например, йогурт. Сливочным маслом, конечно, никого не удивишь, но в Испании можно найти козье и овечье – кабра овеха. Когда только переехала в Испанию, мое внимание привлекал сыр в виде груди. Он делается в Галисии и невероятно вкусный и нежный. Если вы еще его не пробовали, обязательно купите и попробуйте. Сейчас в Испании лето и невероятная жара, поэтому все испанцы спасаются такими холодными супами. Гаспачо – томатный суп, и сальмореха. Сальмореха чем отличается, то что там еще добавляется хлеб и хамон, кусочки. Бывают кусочки еще также яйца. Я больше люблю сальмореха. Анчоус по праву можно называть деликатесом в Испании. Посмотрите, за такую маленькую упаковку 23 грамма вы заплатите почти 2,5 евро. Я видела и дороже цены. Все они, конечно, из севера Испании. В магазине Carrefour всегда есть секция с андалузскими продуктами. И вот, например, малагийские семечки. Посмотрите, какой у них красивый дизайн, андалузский. И также семечки надеты на спашку, то есть как espetos de sardinas. И также есть классный пакетик, чтобы выбрасывать мусор. Ну, тут еще стихи. В общем, вкусно, красиво, рекомендую. Я знаю, есть любитель этого необычного продукта, трюфель, который очень ароматный, невероятный. И в Испании также есть соусы с трюфелем, и готовятся они при использовании оливкового масла, extra virgin. Если будете в Испании, обязательно попробуйте этот необычный соус с Канарских островов. Называется моха пикон. Готовится из паприки. Есть более острый, есть более нежный. Если хотите понежнее, берите суавы. Если попикантнее, пиканто. Его часто добавляют в картошку. Наверное, те, кто постарше, конечно, помнят такие автоматы на улицах с газировкой, которая была обычной газировкой, либо с сиропом. И вот в Испании эта газировка без сиропа продается в таких больших бутылках. И используется она для приготовления летнего напитка Tinto de Verano, то есть красное вино с газировкой, которое пьют все испанцы. Сангрию пьют только туристы, так говорят испанцы. А вот и Tinto de Verano, уже готовое в таких бутылках, но его не рекомендую. Качество и вкус у него все-таки хуже. Лучше вы сами сделайте с красным вином и газировкой, либо газировкой с лимоном. Есть классический вариант и вот такой с лимоном. А также вот сангрия готовая. Но ее тоже лучше делать самому. Еще один необычный летний напиток – это молоко с корицей и лимоном. Значит, по-моему, сладковатое. Мне его пьет свекровь, и я его не понимаю. Но упаковка очень красивая, с гитарой, девушка с мантилей. Классно. И также еще популярный напиток из Валенсии – это орчата. Она готовится из земляного ореха чуфа, также воды и сахара. Этот орех также называют еще земляным миндалем. А еще нашла испанскую сладость из Севильи, которая внешне очень похожа на чак-чак и также делается с медом и мукой. А этот продукт кто-то боготворит, а кто-то терпеть не может. Улитки, караколес. В Испании их сезон начинается обычно в апреле и заканчивается примерно в июне. Их очень любят в Кордобе. Я когда их пробовала в кафе, я чувствовала только соус. Вкуса улиток нет никакого. Если вам это нравится, попробуйте, но я не впечатлилась. В
Испании также можно купить икру рыб, например, атун, тунца, рыба марука, которая похожа на треску, что-то близкое к ней, и бакалау, треска. Также эту икру вы можете встретить и в различных кафе. Даже есть вареная икра, huevos cocidos. Странно, конечно, звучит. Состав, кстати, хороший. Там только икра, хека и соль. Больше ничего. Гула – это очень популярный продукт любого супермаркета в Испании. Встретите просто везде, разных производителей. И это имитация мальков угря. Мне нравится, но, конечно, это не такой настоящий продукт, это не угорь. Угорь по-испански это ангила, и его можно встретить в суши-барах. Больше нигде не видела. Еще одна бесплатная закуска в испанских барах – это туресна. Это засушенная кожица свинины. Она бывает в разных вариантах, там разного размера. Но, как вы поняли, мне свинина в Испании мало что нравится, и это не исключение. Я не понимаю, как можно есть кожицу. Хотя это часто бывает популярно в каких-нибудь деревнях. Я бы назвала это испанские чипсы, хотя картофельные здесь намного более популярны. Пататас фритос есть везде. Консервированные сосиски это, конечно, не испанское блюдо, но здесь тоже продается, из Германии. И в них столько консервантов, уж проще купить курицу. У вас уже за 6 евро будет килограмм курицы, чем вот это вот. Если назвать испанское блюдо, которое является одним из самых популярных в Испании, это будет далеко не паэлья, как думают многие туристы, это тортилья, то есть омлет с картошкой. И что поражает, что во многих магазинах она есть готовая, то есть вы можете купить и не заморачиваться на кухне. Но многие испанцы ее готовят дома, во всех барах вы ее встретите как тапас. Также во многих магазинах вы можете встретить типичные испанские блюда в консервах. Вот, например, рагу из Кастильи Ла-Манчи. Кабан, тоже из Кастильи Ла-Манчи. Пот астуриано, это из Астурии типичное блюдо. Фабада астуриано, там они с фасолью. Очень калорийные и типичные блюда. Вот кайос а-ля мадриления, вот опять из Мадрида кайос, о котором говорила. Ореха пикантона. Пикантное ухо переводится. Не пробовала, что это за блюдо. Кадарниса ин эскабече. Это куропатка в классном соусе. Эскабече очень классный соус. Раба де торо – это хвост быка. Может, название вам звучит не очень, но на самом деле это очень нежное мясо. Его делают и на второе, и в виде крокет. Я пробовала в разных вариантах, и мне все нравится. Некоторые туристы побаиваются его попробовать, но когда попробуют, многие восхищаются. А как вам такой типичный хлеб из Малаги? Называется майете. Вот этот из Антекеры типичный, майете де Сан-Роке. И выглядит он вот так. Вот такая белая плоская булка. Типично для завтраков в Малаге. Тут вообще именно только в провинции Малага такое можете встретить. И на закуску хочу вам показать испанский юмор. Печенька, которая называется языки монашек. Оно хорошим составом, но также, допустим, в Мадриде есть печенье, которое называется Tetas de Monjas, означает грудь монашек. И таких названий очень много. Если вы знаете испанский язык, вы можете гулять по магазину и попадать в Comedy Club. Пишите в комментариях, какие продукты вас больше всего удивили, а может вы что-то странное видели в Испании. Также пишите, будем делиться вместе впечатлениями. И вполне возможно, что я сделаю еще новый выпуск на эту тему, если найду еще достаточное количество продуктов. Если вам понравилось, ставьте лайк этому видео и до встречи. Пока. Адьос.